Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Инспирационе. Второй расклад «Что случится?», что произойдет в ближайшее время, события и неожиданности, внезапности, может быть и стремительности в ближайшие дни. И мы сегодня рассмотрим с вами вопросы, которые отчасти не вписываются в рамки времени. И это события, которые произойдут в июне. И прогноз без границ давайте с вами сделаем, потому что у нас три таких очень важных транзита, три важных события на небесах. И начало месяца нам обещает плавный ход событий и вообще эмпатию, доброй энергии, Венера в раке. Далее у нас следует с вами 9 июня, мои дорогие. И это не на один день, это будет где-то, ну, хочется сказать, что до конца месяца, но самая активная фаза – это с 9 по 13, я бы сказала, соединение Венеры и Юпитера, планеты большого счастья и малого, откроют нам возможности. Прекрасное время решить что-то, как и по финансам, так и по любви. 15 июня у нас с вами новолуние в Близнецах, а сейчас там Уран, который любит все менять. И особенно для вас, мои дорогие, в знак Льва перейдет Юпитер 30 июня и откроет особенно для вас, для всех знаков зодиака стихии огня, волшебное время как минимум на полгода. И мы достанем 6 карт, зададим 6 вопросов, ответы на которые, я думаю, будут вам полезны. Ну и, конечно, рассмотрим с позиции позитивной психологии и здравого смысла выпавшие карты. Итак, так вот что же там внезапно, что неожиданно, что вас удивит, с чем или с кем будут связаны эти внезапности, стремительные неожиданности. И у кого что, у кого документы, у кого-то конкретные персоны, может быть, третьи факторы, третьи лица или внешние обстоятельства. Вот здесь мы будем складывать какую-то единую комбинацию между тем, что мы хотим, и тем, что мы услышим, узнаем. Коррекцию придется вносить. Третья карта. К чему приготовиться, к чему все идет, все развивается. Как изменится ваша жизнь? Четвертая карта. Пятая карта. Отдаленные события. Вот может быть, как и конца июня. А я бы сказала, конец июня. Вот где-то от начала до конца мы будем формировать наши желания, цели, по сути дела. А вот в конце, уже где-то июня, эти цели будут более четко обозначены. Ну и, конечно, достанем карту «Совет». Что нам подскажут? Откроем ее в самом конце. Итак, что же там для моих любимых овнов внезапно, неожиданно? Король мечей. Явно какая-то персона, человек. Возможно, это иногда по карте как эксперта, да, идет этот аркан. Вам придется юридическая помощь, юридические консультации. Все-таки юристы, адвокаты идут по этой карте. Я не исключаю у кого-то человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Мы говорим новолуние, да, в близнецах. Может быть, это сам по себе какой-то вопрос, который крутится, знаете, в голове долгое время, но мы все никак не знаем, не можем определиться, с чего начать или как продолжить. Возможно, какие-то консультации, возможно, для вас. Иногда это по этой карте, вот если мы говорим эксперт, построение вашей карьеры, иногда вопросы, которые касаются банков, да, но это тогда будет, ну, математический подсчет и логика, рационализм. Может быть, и вы, мои дорогие овны, будете больше в этих энергиях, и для вас это тоже будет где-то внезапно, неожиданно. Но это может быть при получении какой-то важной бумаги, документа, согласования, с чем это связано. Вот смотрите, выпадает карта конфликта. И Венера в раке в самое начало июня нам дает возможность к примирению. Это вопросы семьи, это и быт, это наш комфорт, да, то есть место нашего жительства. Может быть, есть конкретный человек или есть какая-то тема, которую вы не могли уладить. И здесь, вот будьте, мои дорогие овны, вам как сама судьба будет помогать. Смотрите, карта победителя. И даже в тех сложных вопросах, когда, ну, была конфронтация, может быть, были какие-то обидки, вот я такого тоже не исключаю. Но вообще карта пятерка мечей будет говорить первая победа, поэтому у кого-то может совпасть такой случай какой-то или обстоятельство, когда вы прежде на чем-то своем настояли, потом развились события, и вы видите вот уже где-то
в июне, а смысла нет усердствовать или упорствовать. Или если я буду поступать так, вот как прежними методами, как я задумала прежде, не, поезд так не пойдет. Это как будто конечная станция. И вам придется что-то переиграть. Вы методы можете менять. Вы можете менять контактных лиц. Зашли в один кабинет, ну, получили нет. Окей, может быть, это было прежде. Тут ведь еще у нас и ретро-Плутон, который говорит о проблеме, которая сформировалась даже в мае. Или она, как, знаете, конгломератом становится, концентрацией, такой выжимкой, экстрактом в начале июня. Она нам дает, мы уже понимаем, да, вот нужно решить вопрос. И, как говорится, все методы хороши. Поэтому мы более настроены, ну, сгладить острые углы. Вот для вас я вижу именно, потому что совет сразу идет по 5 мечей. Да, ты достигнешь, то есть настоишь на своем, а результат какой ты, Овен, получишь. А если, может быть, так и так, в обход, да, или как-то аккуратно. Победа у тебя, Овен, в кармане. Поэтому будьте внимательны к собственным достижениям. Методы скорее придется менять. Так вот, с кем связаны эти стремительности перемены? А вот я говорила, новые методы только что. И это те обстоятельства, которые складываются вокруг нас в определенную как данность, да? Нравится нам это, не нравится, но мы понимаем, все же старший аркан будет говорить, и где-то это может совпадать ближе к середине, когда мы говорим новолуние в Близнецах, ведь это всегда энергия новая. И, кстати, волшебное время. Вот у вас и совпадает, когда, может быть, от третьих лиц, от третьих каких-то факторов, когда вы проводите параллели, да, нужно мне этим пользоваться или нет, нужно мне с этим человеком контактировать или нет. Но мы говорим новолуние в Близнецах, ведь это сама по себе коммуникация. Это правильные цели тоже будут поставлены. Или, может быть, это то время, когда вы будете что-то планировать, но с новым подходом. И прекрасные переговоры, заключение договоров. Но, опять же, с пересмотром как и наших методов, позиций, ну и вообще сама по себе жизнь. Я не исключаю, что мы можем получить в этот период какое-то, посмотрите, как будто вас что-то зовет в путь. А ведь и правда, у нас еще Марс в Тельце, поэтому это не совсем импульс, а это сила импульса, которая переведена в более такую деятельно-материальную плоскость. Не просто вот так в никуда, да, вот импульс был и ушел. Нет, тут вы будете более продуманными. И где-то овны будут готовы воспользоваться каким-то моментом. И вот в средствах массовой информации где-то в середине июня, ну плюс-минус, без жестких рамок у нас сегодня расклад. Тут мы все разные. Вы можете столкнуться с информацией, получением документа, или пусть это ваш собственный инсайт, когда вы понимаете, нет, тут нужно на будущее сменить как бы рокировку, поменять план. Карта будущего, тройка жезлов, где-то и говорит, очень символично, кстати. В районе 15 числа, 15 июня, на вот новолуние в Близнецах приглашает нас куда-то не спешить. Не спешить это не значит на полгода затормозить. Нет, мои дорогие, потому что вот 30 как раз июня здесь будет уже как переход и Венера во Льве, но и Юпитер, мои дорогие, тоже во Льве. И вот для вас этот как минимум полгода, тот период, когда вы сможете осуществить какой-то свой план. Однозначное решение. Конечно, туз мечей – это как сама по себе информация, такая скорая. Я не исключаю, колючая может быть информация. Но, а это рационализм. Ведь мечами обозначается интеллект. И вот обратите внимание, эмоции, может быть, они и есть. По нулевому аркану они, знаете, могут нас захлестывать. Есть такое внутреннее желание и нежелание. А вот рационализм у вас победит, это точно. И, может быть, это для вас будет где-то тоже внезапно. Если, оглянувшись назад, вы подумаете, ну надо же, а вот раньше бы я так не думал, даже не то, что не действовал. А тут нет, тут хочется сделать что-то наверняка. Тут для себя больше плюсов хочется. Не хочется потратить энергию в пустоту. И это, по сути дела, выход из лабиринта. Ну, будьте готовы к получению какой-то информации, контактами с третьими лицами. Может быть, я не исключаю, с элементом новизны.
Но вам это помогает как и удерживать победу, так и строить новые планы. Иногда это новые способы заработков, у кого-то будут конкретно или планирование поездок, или много, может быть, даже перемещений. Но, значит, так складывает для вас судьба, обстоятельства жизни, что вы приняли какое-то важное решение. Хотя у кого-то это именно от какого-то человека тоже может быть новость. Но лабиринт подходит к концу. Третья карта. К чему приготовиться, к чему все идет. Вот иногда я говорю по этой карте, обратите внимание, паж мечей держит меч, да, вот он у нас только что выпал. И как будто показывает другое направление. И вот представьте, вы идете по какой-то тропинке, которая не освещается. Вы, в принципе, знаете дорогу, но сказать, что вы видите какие-то детали, то нет. Вы идете спокойно, так в задумчивости или в своих собственных раздумьях. И вдруг на каком-то отрезке пути вы понимаете, да нет, мне нужно не туда или не сюда, мне пора сворачивать. Вот наиболее, наверное, такой вот правильный эпитет по этой карте, чтобы вы могли прочувствовать, что вас может ожидать по событиям. Ну и, в принципе, все другие транзиты для нас тоже могут словно менять реальность. И вам ведь это во благо. Это колода Чиро Маркетти, и он изобразил два голубя. Голуби– это добрые вести, это благополучие. Но от вас потребуется целеустремленность. Посмотрите, у нас тут такой паж очень сосредоточенный. Ну, в целеустремленности Овну, тут, наверное, я не знаю, по целеустремленности, кто есть еще более сильный, да? Поэтому тут вот нужно в какую-то правильную конфигурацию ваши планы, может быть, и сложить, к чему приготовиться. А приготовиться к тому, что для того, чтобы что-то осуществить, придется пересмотреть свои планы. Ладно, к чему же все идет? Вот куда-то, правда, не торопитесь. Девятка жезлов больше нам говорит о том, что продуманные должны быть шаги. И, кстати, мы ведь выходим как из периода ограничений, как из какого-то периода, знаете, когда вокруг вас либо сплошные закрытые двери, либо как будто какой-то забор, либо когда вы сами что-то или не хотели, или не могли осуществить. Так вот, неизбежно к чему приготовиться, вы будете прощаться с какими-то прежними, но если не методами, ну как прощание с прошлым. Окончательное понимание, что нужно идти вперед, а в каком-то деле вы сделали все, что могли. И вам от этого уже тяжело. Хочется уйти от рутины. Может быть, и работы будет много, вот у кого-то я не отрицаю. Вам хочется, вот смотрите, как будто у вас завершается, вы в прошлом оставляете. У кого-то буквально тяжелый труд. Ну, может быть, да, вы будете еще где-то в июне подводить под знаменатель, да, чтобы уже к чему-то не возвращаться. Вот все то, что я с первых слов по третьей карте сказала, вот, и это прошлое или пройденный путь, он включает и разочарование, и какую-то обособленность, и много работы, или буквально тяжелый физический труд, какое-то, может быть, и ожидание, ваш альтруизм, мои дорогие. И я не исключаю вашу помощь даже кому-то, может быть, кому-то из близких, вот вы уходите. Будьте к этому готовы. К чему приготовиться, мы спросили, к чему все идет, а не будет как прежде. По этой карте есть такое, когда мы ищем выход из создавшегося положения, но мы его находим. Как наступает время вот именно идти вперед. Потому как даже какой-то накопившийся опыт, мы в один момент, вот как идя по этой, может быть, тропинке, по которой мы уже хаживали много раз, но вот будет у вас в июне такая, как точка невозврата и точка нового отсчета, когда нужно идти вперед. А что это такое? В какой сфере жизни? А тут что-то может быть связано как с новостью. Возможно, эта новость будет связана даже с детьми, взрослыми детьми. Но или сама по себе, да, новость. Но тут ведь карта говорит, почему вот, может быть, где-то предугадывает, да, даже предыдущая позиция, что что-то у тебя тут какой-то поворотный момент. Потому что вот действительно не спеши. Тут нужно будет как какой-то вопрос изучить. А внешне будьте к этому тоже готовы. Тут стремительность есть. Как я говорила по тузу мечей, выход из лабиринта или быстрая новость, хоть и колючая, но
Вам этого блага, мои дорогие. И я могу предположить, что до конца месяца вот эта карта доброй трансформации, так ее иногда называю, но это могут быть действительно такие события в вашей жизни, когда вот именно сейчас нужно что-то делать, поехать в какую-то контору, встретиться с каким-то человеком. Возможно, вы получили документ, понимаете, нет, куй железо пока горячо, потому что отложу на завтра, а завтра нет, не получится. Может быть, по десятке жезлов. Кому-то придется ну, как волю в кулак. Ну, не заржавеет для Овна за этим, это точно. Но, значит, знаете, у вас будет такой день в июне. И, может быть, это где-то вторая половина. Ну, плюс-минус, тут мы, конечно, все разные. Когда вы понимаете, вот именно сейчас я за один день, ну, могу провернуть как будто много разных дел. И тогда не отложить что-то на потом. Вот к этому будьте тоже готовы. Да, есть то, куда и не спешить. Не спешить с принятием, может быть, таких, знаете, ваших колючих решений, может быть, с вынесением вердиктов, вот это точно. Тут более такие мягкие энергии. Будьте милосердны к самим себе, к собственной душе. Потому что жизнь, она любит нам преподносить сюрпризы как раз из разряда того, чего мы вообще не ожидали. Ну, давайте пойдем с вами дальше. И как изменится, мои дорогие овны, ваша жизнь. А это вот как по Венере мы говорим, да? Венера в раке, ну и вообще вот все транзиты, я уже не повторяюсь, в центре вашего внимания. Ну, может быть, и достижения, безусловно, финансы, но очень часто по этой карте помощь высших сил. Вообще это карта финансового успеха, карта помощи. Вам могут прийти на помощь даже те лица, которых вы не подозревали, как бы, да, что они на это способны. Карта говорит, будь внимателен к финансам, потому что руки тянутся. Может быть, и вы, кстати, я не исключаю. Кому-то какое-то время помогали, тут вы скажете нет, потому что рука дающего завтра может стать рукой просящего, и это как изменится жизнь. Нам как будто приходится считать, деньги-то есть, деньги будут, но это другой эквивалент финансов. Очень даже добрая карта на решение, на какие-то добрые дела, на добрые свершения, но с элементом новизны. Возможно, для кого-то из вас как новый вид творчества, новый способ заработка, какая-то ваша идея, которая была прежде не оформившейся, а здесь вот вы ее оформите в какой-то тезис-план. Вот смотрите, в деньгах вообще, в принципе, не торопиться, потому что 3 финансовые карты. И иногда семерка пентаклей будет подсказывать, да, как изменится ваша жизнь. А продуманные будут умны. Вот если импульс был прежде, и мы словно взялись за это, и впереди планеты всей, да, ну вот может быть такое, потому что хочется, да, а здесь нет, будет вопрос, а надо ли? А как надо? Вот такой момент. Я говорила, что-то завершается. Поэтому вам как будто перестроите себя, а может быть и какую-то новую финансовую стратегию на будущее. Деньги не на последнем месте. Это вот именно то благополучие, которое складывает для нас новые перспективы. И это завершение. Может быть, это будет совпадать даже с какой-то информацией, когда вы понимаете, вам нужно что-то опять же изучить. Это будет для пользы дела, для роста вашего заработка. Или, может быть, такое мы тоже с вами ожидаем, когда меняются, может быть, как цифровые технологии, и это будет затрагивать сферу финансов, когда нужно понимать, каким образом приходят взаиморасчеты. Ну, тут ведь это карта трансформации, поэтому по деньгам сама по себе трансформация. А что это еще? Ну, вам-то ведь все во благо. Посмотрите, карта победителя, а это карта по праздник после победы. И у кого-то, правда, как и финансы, так и любовь. Вот 2 важные составляющие. По этой карте вопросы дома. Или вопросы для кого-то может проиграться, что вы задумаете переезд. Пусть это только задумаете. Тогда вот да, то, что нам говорили, не спеши. Вы будете оформлять это решение, оформлять, может быть, в собственном сознании. Или рассматривать как первый, второй, третий вариант, да, план А, план Б, план С. Потому что тут не просто победа, а вы ее как будто преувеличиваете. Но, мои дорогие овны, посмотрите, какие карты. Больше рационализма и меньше помех. Поэтому
от всего, что служит вам помехой, или, может быть, это где-то будет даже связано с людьми, которые вам не тот фон создают. Вы будете тоже пересматривать и взаимоотношения, а кто-то и прежние договоренности, отдаленные события или отдаленного будущего. Вот, может быть, как это будет оформлено ближе к концу июня, но и с заходом на июль. А дальше будут какие-то внешние неожиданности. Рыцарь жезлов. Вот там, кстати, самый конец июня, если мы говорим на июль. Хотя там тоже будут такие вопросы неизбежны. Опять же, это Плутон. Мы можем столкнуться с обстоятельствами, когда придется, может быть, и действовать молниеносно. Но если мы говорим отдаленные события, неожиданностей будет больше. Приготовьтесь к этому. Может быть, как жизнь набирает темп, больше шансов будет, мои дорогие овны. И мы говорили, да, Юпитер во Льве. И вот что интересно, у нас и Венера с 13 числа тоже во Льве. Представляете? Поэтому, может быть, вторая половина июня для вас будет и до конца месяца, и с переходом на июль, на август. Тут какую-то задачу, так забегая немного вперед, в течение лета вы сможете для себя, если не решить, то, по крайней мере, определить, куда вы идете или с чем, с кем вы готовы взаимодействовать, в каком формате, на какой как будто глубине. Но ведь это и финансы, но это карта и документы, и шансы. Может быть, это будет связано с кем-то из ваших близких, потому что это часто карта именно людей, ну, или кровных родственников, или наших партнеров. Возможно, это какая-то тема, смотрите, старший аркан. От вас потребуются мудрые решения по части семьи, дома или правильного взаимодействия с кем-то из родственников. Это как будто еще один старший аркан. Именно выбор еще будет стоять, я больше вижу родственники. Хотя отшельник – это вообще жизненный путь, это ваши достижения. Что еще про отдаленное будущее? Ого! Да вы тут правильно приоритеты будете расставлять. Поэтому все, что случается, и пусть это даже поначалу выглядит, как я говорила, колюче, а это так надо. Поэтому и у вас много мечевых карт, напоминаю, это интеллект. Нет времени, нет места эмоциям, а этот импульс – это только лишь как огонь в вашей душе, само по себе желание что-то осуществить, потому что дальше на отдаленное будущее – выбор правильного направления. И, кстати, карта Солнца будет нам говорить: приготовься, Овен дорогой, 6-8 месяцев какого-то активного пересмотра, потому что здесь будут взаимосвязь, как и с людьми, которых вы знали прежде. К вам могут возвращаться люди, тоже как дежавю. К этому будьте готовы. Возможно, это произойдет даже в течение лета, а у кого-то это может произойти, мои дорогие. Приготовьтесь до 11 декабря, но может быть вообще по декабрь. Почему? Потому что у нас там с конца июля до 11 декабря еще будет ретро-Сатурн, а это карма, мои дорогие. Но значит, все то, что вы себе обозначите в июне, какие методы вы тоже обозначите, какие цели, вы это будете активно продолжать. И вам никто не мешает. Карта Совет. Шикарная карта, правда? Все то, что я говорила еще раз, да, Чаромаркете изобразил рыб. Помимо того, что да, мы должны быть такими, знаете, очень продуманными. Лучезарная дельта или глаз, как будто говорит. Тут не важно, какая фаза Луны, ты, Овен, пользуйся интуицией, поэтому, может быть, вам предстоит тот период узнать себя лучше. Вот именно через познание самого себя, собственной интуиции, научиться доверять самим себе. Почему? Потому что возможности, безусловно, по этой карте, но рыбы, это может быть как эквивалент денежный раз, но иногда это означает путешествие. Поэтому ты как будто, если вот тебе как будто что-то идет в руки, да, или какой-то у вас вопрос, мы ведь смотрим как карту Совет, вопрос какой-то активизируется, назовем это так. Или, может быть, одно дело, одна тема имеет несколько подходов, или для осуществления чего-то вам нужно быстро, допустим, оказаться в 2-3 местах или что-то быстро согласовать. Вот тогда не теряйте времени. Вот, наверное, это то, что я говорила. Будут такие дни, когда вы за один день сможете сделать едва ли не больше, чем за месяц. Поэтому вот таким разным энергиям, как и к неожиданностям,
Но так и к возможностям будьте готовы до конца июня. Потому что сама удача, сама фортуна, солнце – это карта ясности, выбор нового правильного направления спешит на ваш порог, вам как по судьбе. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.